Дорогие друзья, после съемок предыдущего сюжета, где мы испытывали все возможные мясорубки, у меня образовалось очень много фарша. И теперь я не знаю, что мне делать. Приготовить мне хинкали или приготовить манты? Манты или хинкали? Но это замечательный повод для того, чтобы выяснить раз и навсегда, что же лучше, что же вкуснее, манты или хинкали? Если вы не посмотрели предыдущий сюжет, вот здесь, в верхнем углу экрана, должна появиться подсказка. Не появилась? Загляните в описание к ролику. Там все непременно появится. Но пока что я хочу сказать, что в этот фарш мы добавляли лук. Но настолько мало лука, что перед моими учителями неудобно. Поэтому я отделяю половину фарша, который пойдет для мантов, и добавляю в него лук. Посмотрите внимательно, как порезан лук. Он не мелкий и не крупный. Он ровно такой, каким должен быть лук для мантов. А вот фарш для хинкали немного отличается. Мясная часть у них одна и та же. В прошлый раз я взял говядину, и на ней совсем не было жира. Поэтому я взял, да и добавил бараний жир. Баранье курдючное сало. Ну а если вы не хотите добавлять баранье курдючное сало, если у вас нет бараньего курдючного сала, но при этом вы люди, скажем там, православные или либо неверующие, едите свинину, возьмите свинину пожирнее. И добавьте, по крайней мере, фарш для хинкали. Но все-таки, если вы хотите получить манты с более-менее аутентичным вкусом, поищите курдюк. Курдюк – это дело. Это я вам, Сталик Ханкишиев, говорю. Так вот, лук для фарша на хинкали мы пропустили через мясорубку. Так он дает сразу довольно много сока. Ведь манты готовятся 25, 30, а иногда и 40-45 минут. И за это время из любого лука сок выделится, не говоря уже про мясо. А хинкали варятся в воде. Варятся они всего лишь навсего 7 или 10 минут. То есть в разы быстрее, чем манты. За такое короткое время никакой фарш, сколько в него лука не положи, должным образом сок не выпустит. Кстати говоря, про воду. Ну, я знаю, что оригинальные хинкали варят в обычной воде. Вскипятили воду и варят. А я точно знаю, что если приготовить не просто воду, а как бы сказать, овощной бульон. Вот лук, вот лавровый листик, да еще и лук, прямо с шелухой. Так, чтобы будущий овощной бульон приобрел интересный цвет. Вот, скажем, пара перчиков чили. Пусть пахнет эта вода, пусть она пахнет очень вкусно. И непременно ее надо довольно сильно посолить. Эту воду никто пить не будет, а тесто от хинкали получится в разы вкуснее. Так что пусть вот это не до шурпа поварится немного. Ну, а нам пора приправлять фарш. Разумеется, сначала соль. Я думаю, что примерно половина столовой ложки соли. Этого будет вполне достаточно, потому что я хочу добавить в этот фарш еще немного сванской соли. Но я знаю, что в Грузии так никто не делает. Но зачем мне, Сталику Ханкишиеву, готовить точно так же, как готовят в Грузии? Я хочу приготовить так, чтобы мне было вкусно. Я сюда добавлю еще и паприку, причем паприка копченая, сладкая, очень вкусная. И добавлю немного перца, острого турецкого перца, который называется пул-бибер. Вот такой, хлопьями. Ух, вот это будет сила. Вот это будет молодость и красота. Но людям нравится, когда из хинкали течет бульон. Откуда внутри хинкали возьмется бульон? У нас фарш домашний, не магазинный, понимаете? Никто в него воду не добавлял. Но кто нам мешает добавить воду? Да не просто воду, а воду очень хорошую, воду очень вкусную, воду с предгорья Тянь-Шаня. Представляете себе, какое пересечение? Вот Кавказ, вот Грузия, хинкали, а вот Средняя Азия, а вот Тянь-Шань. Мы готовим одновременно манты и мы готовим одновременно хинкали, поэтому от нашего стола к вашему столу мир, дружба, жвачка, вода, тассай. Как следует охлажденная. Я бы выпил стаканчик такой воды с таким огромным удовольствием, но мне она нужна. Едва ли не полбутылки я вылью фарш и еще раз его как следует перемешаю.
Вау, только посмотрите, какой у меня фарш. Да это не фарш, это верблюд какой-то. Он пьет и пьет эту воду. Он впитывает эту воду прямо на глазах. Ну вот только что же. Было покрыто на 2 пальца. И уже нет воды. Ничего, добавим. Посмотрите, что у меня за фарш. Посмотрите, что за фарш. Это же не фарш, это верблюд какой-то. Посмотрите, воды снова нету. А точнее, это не фарш такой. Это вода настолько вкусная, что ее даже фарш впитывает очень охотно. Фарш на манты. Здесь соли немного побольше, потому что у меня нет сванской соли для фарша на манты. Не полагается. А вот это вот перчик можно добавить. Будет только аппетитнее. Будет только вкуснее. А еще немного молотой зиры. А еще немного молотого кориандра. Кориандра в 2 раза больше, чем зиры. А еще черный перец. Для аппетита. Для жгучести. Ох, вот это будет очень вкусный фарш. Достаточно. Хватит. Весь перец не высыпаем. Перемешиваем фарш. Но я снова возвращаюсь к фаршу для хинкали. Послушайте. Грузия. Должна быть пряная зелень. Должен быть чеснок. Я не знаю, я думал даже об орехах. Когда-нибудь попробую приготовить хинкали с орехами. А почему нет? Я готовил как-то раз хинкали с бычьими хвостами. Ну, понятно, да, что на бычьих хвостах мясо очень-очень жесткое. Его как ни обрезай, как ни перекручивай, оно останется очень жестким, несъедобным. А когда хинкали человек кушает, мясо внутри хинкали уже вареное и сочное. Что я сделал, знаете? Я приготовил бычьи хвосты отдельно, заранее. Снял с них мясо, измельчил его, приправил и вместе с этим бульоном в хинкали. Мясо от бычьих хвостов необычайно вкусное. Аж губы липнут. Вот такое мясо. Мясо от бычьих хвостов необычайно ароматное. Поэтому хинкали с бычьими хвостами — это просто какие-то царские хинкали. Но народ не понял. Говорят, в Грузии так никто не делает. Я знаю, как делают в Грузии. У меня есть книжки по грузинской кухне. Можно в интернете, в конце концов, посмотреть, как люди снимают, как они готовят. Но задача кулинара не просто приготовить так же, как любая бабушка в любой деревне приготовит. Задача кулинара совсем в другом. Разобраться в причинах вкуса этого блюда и указать возможные пути его дальнейшего развития. Ну, чеснок, кинза, петрушка – это классика. Очень многие так делают. Очень многие добавляют чеснок, кинзу и петрушку в хинкали в Грузии. Впрочем, иногда встречается хинкали, ну, просто вот чистое мясо, лук. Мясо, лук, и там как-то не очень так уж много приправ. А иногда встречаются вот такие красивые хинкали с зеленью, с чесноком, не знаю, с чем еще, а точнее, знаю с чем еще. Вот прямо рядом с Грузией, по соседству, живут наши чеченские и ингушские братья, которые любят черемшу. Вот это, ребят, черемша. Сейчас февраль, а черемша уже во какие ростки. Как только поспевает черемша, что у чеченцев, что у ингушей, аж руки трясутся, губы трясутся, они до того любят черемшу. И я как-то раз приготовил манты. Манты для чеченцев с черемшой. Правда, черемшу взял такую листовую. Манты с черемшой, хинкали с бычьими хвостами и 73 других совершенно замечательных, уникальных, самых вкусных, самых популярных блюда вы найдете в книге, которая называется «Сталик Видеобук». Эта книга не случайно называется «Видеобук». У каждого рецепта есть QR-код. Этот QR-код не справка от ковида. Этот QR-код ведет вас на видео, как приготовить такое блюдо. Так вот, если вы хотите узнать, как готовятся манты с черемшой, как готовятся хинкали с бычьими хвостами, обо всем этом рассказано в этой книге. Не пожалеете. Stalik.ru. Заходи и заказывай для друзей, для любимых, для родных и для себя, дорогого. Так вот, сегодня с исключительным уважением к братскому грузинскому народу, с почтением к его великому кулинарному искусству,
Я хочу добавить в хинкали с зеленью и с чесноком, а я буду готовить классические, и с зеленью и с чесноком. Черемшу. Думаю, что должно получиться очень вкусно. Как готовить манты я показывал на нашем канале неоднократно, в том числе и тесто замешивали. Сегодня тесто я раскатал на тесто-раскаточной машинке, о которой мы с вами еще когда-нибудь поговорим. Поэтому тесто у меня идеально ровное, вырезанное особым металлическим кружочком и довольно тугое. Так что эти манты можно будет варить минут 35, а то и 40. Однако в прошлом сюжете про манты напроказничали операторы, не показали людям, как лепят манты. А я, честно говоря, не думал, что такие люди еще остались, которые не умеют лепить манты. Потому что манты умеет лепить любая женщина. И каждая женщина лепит их чуть-чуть по-своему. А я леплю так, как лепит моя супруга, так, как лепила моя мама. И идите сюда, я вам все покажу. Вы думали, мне жалко, что ли? Я просто не хотел вас обижать. Я просто не хотел занимать ваше драгоценное внимание такими мелочами. Как лепить манты, подумаешь. Итак, берем листик теста для мантов. Очень хорошие мастера, прям в руках все так вот очень быстро делают. У них манты вылетают из рук, как из конвейера. Мы готовим для себя. Мы готовим, чтобы получить удовольствие не только когда едим манты, но и от процесса их приготовления. 1 полная ложка фарша. Прям вот полная-приполная. С горкой. Смачиваем листик теста здесь и здесь. И посмотрите. Залепили эту конфетку вдоль. Оставили только края. Теперь смачиваем края. Здесь и здесь. И слепляем края. Вот как слепляем. 2 руками. 1, 2, 3. Вот что получилось. Посмотри. Теперь 2 противоположных конца сводим друг с другом и слепили. Вот и все. Еще раз повторяем. Все то же самое. Свели и слепили. И получили очень прочную такую мантушку. Я не знаю, может быть, кто-нибудь любит покрупнее. А мне нравятся вот такие. На 2 укуса. Чтобы они не прилипли к решетке, необходимо их смазать маслом. Окунаем 1 мантышку в масло и смазываем друг об друга. Слишком плотно на манты каскане, на решетках мантышницы не укладывайте, потому что манты во время приготовления разбухают, то чтобы они не слиплись друг с другом, так чтобы пару было где пройти и как следует приготовить манты. Налепили 3 решетки мантов, больше в этот манты каскан и не помещается. Самый главный секрет. Вода, если хотите получить хорошие вкусные манты, должна кипеть очень бурно. Я поставил кастрюлю с водой на электрическую плиту. Мощность очень хорошая. Сейчас все закипит, загудит, и манты начнут готовиться. И будут так готовиться минут 30-35. За это время мы успеем и раскатать тесто для хинкали, и отварить их. Потому что хинкали варятся гораздо быстрее. Знаете, как переводится слово хинкали? Хинкал, хингал, инкал. Из Казахстана берет оно свое начало. На западе Казахстана кусочки раскатанного теста называются как раз инкал. В Дагестане это уже превращается в хингал. Те же самые кусочки теста и куски отваренного мяса. У нас на столах мясо должно быть обязательно. В Азербайджане то же самое. Хингал – это куски теста и куски мяса, иногда обжаренного. И вот в этом северокавказском и закавказском регионе только грузины подумали о том, чтобы людям было в конце концов удобно есть. Чтобы мясо не сживать, чтобы фарш уже был готовый. И чтобы этот фарш был завернут тот самый кусочек теста, который и называется инкал, хингал, хинкали. Начинаем раскатывать. Тесто очень жесткое, рассказываю его рецепт. Я взял килограмм казахстанской муки высшего сорта. Казахстанская мука очень хорошо подходит для такого рода изделий. Имейте в виду, где-то попадется, покупайте. Так вот, пол-литра воды, больше не надо.
Это вот складываем пополам. Соль. И вымешиваем. И это не будет похоже на тесто. Слишком тугое тесто. Оставляете в холодильнике. Полежала ночь. И это тесто превращается просто в чудо какое-то. Говорят, что для хороших хинкали не помешает еще добавить пару ложек уксуса. Я так и сделал. Но у меня есть алаверды. У меня есть секрет для моих грузинских коллег. Уксус можно и нужно добавлять не только в само тесто, но еще и в бульон. Да, мы же не просто в воде варим. Мы прямо в бульоне варим. И прям в бульон 3-4 ложки хорошего винного уксуса. Этим бульоном на самом деле можно над вегетарианцами шутить. Сказать, что это мясной бульон, и они поверят. Потому что он очень вкусный. Очень. Просто очень. Раскатаю еще чуть-чуть тоньше. Ну а еще тоньше не надо. Все, хватит. Очень-очень хорошо. Вот тот самый круг, о котором я вам говорил. Да? Берете круг, прикладываете на тесто, надавили, и каждый листик теста у вас получился идеальной формы. Лучше, чем в любом ресторане. Па-па-па. Вот эти остатки можно слепить в один комок и потом раскатать еще раз. Тесто от этого получится только лучше. Ах, как здорово кипит. Время засекаем. Засекаем время. Ставим таймер на 30 минут. Вот так. Все очень просто. Раскатываем, и тесто становится все шире, шире. И я вот что хочу сказать. Я точно знаю, что кое у кого, среди нас есть еще такие товарищи, до сих пор нет вот такого кольца. И что же им делать? Я надеюсь, что у них есть хотя бы тарелочка. Потому что при помощи тарелочки можно нарезать точно такие же круги. И все получится просто замечательно. Готовый язык теста укладываем на стол. На тесто прикладываем тарелочку. И, пожалуйста, отличная заготовка для хинкали. И это, знаете, такой хинкали. Мужской хинкали. Богатырский хинкали. Тесто размером практически как на чебурек. И здесь я снова хочу немного порассуждать. Посмотрите, как много блюд у наших народов из почти что одних и тех же продуктов. Лук, мясо, тесто. Лук, мясо, тесто. Пельмени, манты, чебуреки, пирожки. Чего только нет. А начало-то? Начало из чего? Из теста и мяса. Практически из бешбармака. Ну, давайте начнем лепить хинкали. Сделайте ладошку вот так, как будто просите чего-нибудь. И в нее большую, очень большую ложку хинкали. Можно добавить еще чуть-чуть. Пускай, будет только вкуснее. И теперь по кругу начинаем слеплять оборочки. Закладывайте палец вот сюда, в самый низ. С хинкали надо торопиться. Фарш очень жидкий, и тесто, того гляди, растает. Итак, у меня готово уже 9 штук огромных чисто мясных хинкалей. Ну как чисто мясных? Фарш, конечно, немножко разведен водой, зато он приправлен специями. Я думаю, что этих 9 штук нам на сегодня, если говорить о мясных, нам на сегодня хватит. Я из бульона убрал все лишнее. Сейчас, как только он закипит, мы опустим варить первую партию хинкали. Ну да, может быть, знатоки и профессионалы немного покритикуют то, как я слепил хинкали. Но поверьте, это не отменяет вкуса мяса, вкуса хорошего теста, специй, приправ. Так что все нормально, не волнуемся. Продолжаем приготовление хинкали и смешиваем черемшу, чеснок и зелень с мясным фаршем. Вот это будет, 9 штук хинкали. Каждая грамм по 150. Знаете, как она быстро остудит воду? Поэтому вода должна кипеть очень хорошо. Опускаем хинкали пипочками вниз. Вот так.
Вот так. Я не случайно взял кастрюлю пошире, чтобы все хинкали уместились в один ряд. Да, мои первые хинкали, не каждая из них получилась красивая. Ничего страшного. У меня уже набилась рука, и сейчас я вам покажу. Покажу, как у меня получается. Хотя, на самом деле, моя программа не про то, какой я крутой повар и как у меня все замечательно получается. Моя программа про то, чтобы пробудить в вас огромное желание взять да и приготовить манты, хинкали или хотя бы простые пельмени. Что, совсем не умеешь, да? Совсем? Ну сбегай в магазин. Купи пачку замороженных. Эх ты, идите сюда. Будем учиться лепить хинкали. Таймер 8 минут. Листик теста укладываю на сухую доску. Ложка у меня особая ложка. Это практически 2 столовые ложки. Накладываю в центр фарш. О, добавлю еще. Почему бы и нет. И теперь вот как. Поднимаем тесто. Прикладываю один палец. И вот ровно на один палец снизу начиная формируем складочку. Примерно шириной сантиметр, ну, может, 12 миллиметров, может, 1,5. Слушайте, перестаньте считать. Какая разница? Складку за складкой. И все у вас получится. Лучше, чем у меня. Гарантирую. Если не получится, я бороду сбрею. Складка за складкой. И теперь слепляем центр. Даем продышаться хинкали. И отрезаем пипочку. Вот так. Слишком много теста здесь сверху не надо. Готово? Готово! А вы боялись, говорили, не получится. И у меня получилось, и у вас получится. А между тем, манты готовы. Прежде чем вынимать манты, обязательно нужно выветрить из них весь лишний пар. Потрогайте. Если тесто совсем не липнет к рукам, значит манты готовы. Отличненько. И каждую мантушку непременно промазать маслом. Послушайте, разновидностей мантов бывает очень много. Люди готовят с тыквой, добавляют картошку, чего только не добавляют. А я советую готовые манты, да-да, я произношу на узбекский манер, потому что я родился и вырос в Узбекистане. Мы говорим манты. Так вот, готовые манты, а не манты, непременно смажьте кусочком сливочного масла. Впрочем, подождите. Мои дорогие казахстанские братья и сестры, вы произносите манты с ударением на русский манер? Ну хорошо, так и говорите, ради бога, я на вас не обижаюсь. А вы, пожалуйста, меня не поправляйте. Ладно, давайте будем говорить каждый, кто как привык. Ну, честное слово, манты или манты, это совершенно не повод для спора, тем более, что, ух, елки-палки, одновременно готовы. И манты надо доставать, и хинкали мясные готовы! Послушайте, а мне вот очень интересно, как там в Грузии хинкали сливочным маслом смазывают? А? Смазывают или не смазывают? Если не смазывают, дорогие мои, попробуйте смазать. Это очень вкусно, это очень аппетитно. Смазали маслом сверху черным перцем. Ох-ха-ха. А другой берет не черный перец, а сумах. И сумахом сверху подсыпает таким розовеньким, красненьким. Получается очень красиво, очень вкусно. И это все, ребята, суперфуд. Это все на самом деле супер еда. Это все на самом деле от бешбармака начиная и чебуреками заканчивая супер вкусные блюда. Прилипли пару штук к дну. Все, завтра готовлю заново. Теперь каждый день не готовлю ничего, кроме мантов и хинкали. Разведу-ка я бульончик, мало его здесь осталось, поэтому они должны плавать. А они у меня не плавали, они осели на дно, потому и прилипли. Ничего страшного. Молодой еще, исправлюсь. И вот теперь, дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Что же все-таки круче? Манты или хинкали?
Хинкали с мясом или хинкали с зеленью и чесноком? Сейчас мы все проверим. Сейчас я все попробую и скажу вам всю правду. А правда, ребята, состоит в том, что не надо спорить. У кого кухня вкуснее? Кто правильнее произносит бесбармак или бешбармак, или етасу, или хинкали, или хингал? Круто, ребята, по-настоящему круто. Это дружить с людьми любой национальности, невзирая на национальность. Ездить друг к другу в гости, пробовать друг у друга замечательные блюда. И знаете еще, вот некоторые хвалят какую-то свою национальную кухню, а остальные поругивают. Это очень нехорошо. Это крайне некрасиво. Ты, если хочешь, ты приготовь вкусно, пригласи гостей, и пусть твои гости попробуют твою еду и скажут: о, азербайджанские блюда замечательные. Попробуют твою еду и скажут: о, какие сочные и вкусные грузинские хинкали. А манты наши. Узбекские, казахские, киргизские, таджикские, туркменские, турецкие. Каких только мантов не бывает. Какие же они ароматные. А сока-то? Сока-то в них не меньше. Одним словом, дорогие друзья, я желаю вам всем больших успехов не только в кулинарии, больших успехов в жизни. Мы должны гордиться покорением новых орбит космоса. Мы должны гордиться успехами в бизнесе, в конце концов. А что? Почему нет? Мы должны гордиться нашими очень умными, очень красивыми, очень хорошо образованными детьми. Давайте гордиться дорогами, здравоохранением. Давайте гордиться, не побоюсь этого слова, вот пусть у нас депутаты, пусть у нас президенты, пусть у нас министры будут такими людьми, чтобы мы ими гордились. Давайте гордиться друг другом и давайте гордиться дружбой друг с другом. Чтобы нас никто и никогда не мог поссорить, не мог столкнуть лбами и разлучить, разбить нашу дружбу. Этот тост я поднимаю за дружбу между народами и желаю всем участникам данного обеда приятного аппетита! Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одним словом, 75 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано
так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор, и будем вам очень, очень рады.